Итак, в этом выпуске продолжим знакомство с принципами даосизма, философии, зародившейся в Древнем Китае, в стране, которая в настоящее время является одной из самых могущественных стран мира. Даосизм глубоко вплетен в современную китайскую культуру через обряды, праздники, различные практики. Принципы инь и ян, фэн-шуй и идеи гармонии природы с человеком берут корни в даосизме и остаются популярными. Многие китайцы воспринимают даосизм скорее как философию жизни, чем как религиозную систему. Они стремятся следовать этим практикам, чтобы улучшить свое здоровье и быть в гармонии с самим собой. Отсюда и внимание к этой древней философии, которая прошла многовековую проверку и осталась востребованной и в наше время. В философском контексте даосизма дао обозначает основу всего сущего. Это универсальный закон, естественный порядок, который управляет миром. Это идеальный путь, по которому все в природе движется естественным образом. Человек, живущий в гармонии с дао, следует этому пути без принуждения. Дао невозможно описать словами или понять разумом. Основатель даосизма Лао Цзы говорил: «Дао, которое можно выразить словами, не истинное дао». Попытаемся разобраться с основами дао, и, конечно же, будет полезно придерживаться основных принципов древней китайской мудрости в своей жизни. В первом выпуске мы разобрали первые 3 принципа. Это «живи в гармонии с природой и самим собой», «прими неизбежность перемен», «действуй без усилий». Сегодня мы познакомимся с 4-м принципом. «Будь как вода». Это важнейший принцип даосизма. Суть принципа «будь как вода» означает гибкость и адаптивность. Вода принимает форму любого сосуда или пространства, в которое попадает. Это учит нас адаптироваться к обстоятельствам и оставаться гибкими. В жизни это значит не застревать на одном пути, а искать обходные решения, если вы столкнулись с препятствием. Смирение и скромность. Вода всегда течет вниз, к самым низким точкам, символизируя смирение и отсутствие гордыни. В даосизме это качество считается добродетелью. Чтобы достичь гармонии, нужно отказаться от высокомерия и стремиться к простоте. Сила через мягкость. Несмотря на свою мягкость, вода способна разрушать камни, прокладывать русла в скалах и даже формировать ландшафты. Эта сила мягкости учит, что не обязательно быть жестким или агрессивным, чтобы быть эффективным. В жизни это выражается в способности решать конфликты и достигать целей через терпимость, спокойствие и мудрость, а не через насилие или агрессию. Постоянство и терпение. Вода не торопится, но она всегда достигает своей цели. Даже капля, падающая на камень, рано или поздно пробивает его. Это символизирует настойчивость и важность действий без суеты. В жизни принцип воды учит терпеливо двигаться вперед с осознанием, что со временем усилия приведут к результату. Узнаете китайцев? Принцип «будь как вода» усваивается китайцами с раннего детства.
словно передаваясь вместе с молоком матери, и становится глубоко укорененной частью их мировоззрения и культуры. Чистота и способность очищать. Вода очищает все, с чем соприкасается, что символизирует внутреннюю чистоту, свободу от ненужного и умение помогать другим. Это значит быть открытым, честным и щедрым в своих действиях и помыслах. Непрерывность и движение. Вода никогда не остается неподвижной. Она течет, испаряется, замерзает или превращается в пар, но всегда находится в движении. Это учит нас, что застой приводит к деградации, а движение – к развитию. Жить по принципу воды – это постоянное изменение, рост и поиск новых путей. В Дао Дэ Цзин Лао Цзы описывает воду как величайший пример силы через мягкость. Нет ничего мягче и податливее воды, но для разрушения твердого и крепкого ничто не может сравниться с ней. Мягкость побеждает твердость, слабость побеждает силу. Это знает каждый, но никто не действует в соответствии с этим. Эти строки подчеркивают, что сила воды в ее способности приспосабливаться, терпеливо разрушая преграды без борьбы. Итак, как применить этот важнейший принцип в жизни? Будь гибким. В трудных ситуациях ищи разные пути решения. Избегай упорного сопротивления. Проявляй терпение. Знай, что великие цели достигаются постепенно, как вода точит камень. Не гордись. Сохраняй смирение. Учись у других. Не стремись быть выше всех. Сохраняй внутренний баланс. Будь спокоен, как гладь воды, и очищай свой разум от лишнего. Поступай естественно. Действуй в гармонии с обстоятельствами. Не противоречь природе вещей. Принцип «будь как вода» – это приглашение жить с легкостью, мудростью и в гармонии с миром, достигая цели не через силу, а через естественный путь. Принцип 5. Слушай свою интуицию. В даосизме ценится внутренняя мудрость и интуиция. Иногда лучше довериться своему внутреннему чувству, чем следовать рациональным доводам или множеству внешних советов. Интуиция как связь с Дао. Даосизм утверждает, что у каждого человека есть природная способность слышать Дао через свою интуицию. Это нечто, что идет глубже разума или анализа, как неосознанное понимание правильного пути. Слушая интуицию, человек действует естественно и спонтанно, в согласии с порядком вещей, не искажая реальность чрезмерными размышлениями. Отказ от излишнего рационализма. Внешние доводы, рациональный анализ и логика иногда затрудняют принятие решений. Они могут запутывать или отвлекать от сути ситуации. Интуиция, напротив, позволяет почувствовать правильное решение, основываясь на глубоком внутреннем восприятии, которое даосизм считает более надежным. Природная мудрость. Интуиция – это голос нашей внутренней природы, соединяющий нас с миром и нашими истинными потребностями. Даосизм учит доверять этой природной мудрости, ведь она – часть великого Дао. Жизнь без лишнего напряжения. Слушая интуицию
человек избегает напряженности, свойственной постоянному анализу. Решения приходят легче, словно сами собой. Как интуиция связана с принципом Увэй. Даосский принцип Увэй – действие через недеяние – тесно связан с интуитивным подходом к жизни. Он предполагает, что самые правильные решения и действия рождаются, когда человек не пытается насильно контролировать ситуацию, а позволяет ей развиваться естественным образом. Интуиция в этом контексте – это внутренний маяк, подсказывающий, как действовать в гармонии с потоком жизни, вместо того, чтобы идти против него. Как применить этот принцип в жизни? Остановись и прислушайся к себе. В моменты сомнений или сложных решений сделай паузу. Позволь себе отключиться от внешних факторов, мнений других людей, логических расчетов. Обрати внимание на свои внутренние ощущения. Доверяй первому импульсу. Часто первые мысли или чувства, возникающие в ответ на ситуацию, наиболее верны. Это и есть голос интуиции, пока он не заглушен мысленной суетой. Освободи разум от лишнего. Медитация и практики осознанности помогают успокоить ум, очистить его от всего лишнего и сосредоточиться на настоящем моменте. В даосизме это путь к тому, чтобы услышать голос интуиции. Не бойтесь ошибиться. Интуиция может ошибаться, но даосизм учит принимать жизнь как процесс обучения. Даже ошибочные интуитивные решения могут привести к ценному опыту и новым возможностям. Следуй естественному течению. Если внутреннее чувство подсказывает пойти по нестандартному пути, не бойся следовать за ним. Часто такие решения оказываются наиболее гармоничными. В Дао Дэ Цзин отражается идея. Мудрец следует своему сердцу, а не словам других. Он знает, что великое Дао говорит тише всех, но слышно тем, кто готов услышать. Эти слова подчеркивают, что интуиция – это нечто личное и внутреннее, что нельзя навязать извне. Она становится доступна только тем, кто готов доверять себе и идти своим путем. В современном мире, полном информационного шума и давления со стороны общества, умение слушать свою интуицию становится особенно ценным. Этот принцип даосизма помогает жить более осознанно, принимать решения без лишнего стресса и находить гармонию в себе, несмотря на внешние обстоятельства. Интуиция в даосизме – это напоминание о том, что мудрость уже внутри нас, и порой самое лучшее, что мы можем сделать, это просто прислушаться. В следующих выпусках мы вам расскажем о других, не менее интересных принципах даосизма. Но пока попытайтесь пропустить через себя те принципы, которые мы уже разобрали. Попытайтесь применить их в своей повседневной жизни, и вы увидите, насколько легче будут преодолеваться любые жизненные трудности. Следите за нашими выпусками и следуйте советам древних китайских мудрецов.